Хуэйхао достиг 20 ранга, и пора ему получить свое второе кольцо. Каким оно будет? И от какого духовного зверя? Все развивается очень интересно. Как мы знаем, после того, как Хуэйхао слился с ледяным шелкопрядом, он получил свое первое кольцо для духовных глаз, но не духовную кость. Вместо этого он получил вторую боевую душу – абсолютный лед. Однако эта вторая духовная сущность имела только атрибут, но не форму. Хуэйхао завершил свою вторую боевую душу после путешествия на крайний север и получения кольца души от ледяной нефритовой императрицы Скорпиона. Затем она стала его второй боевой душой. Что это за зверь? Ледяная императрица – духовный зверь возрастом почти 400 тысяч лет, обладающий редкой способностью контроля над элементами абсолютного льда. Она является второй по силе из 3 арктических императоров Крайнего Севера и занимает 8 место среди 10 лучших великих зверей континента. В трейлере показали, как выглядит ледяная императрица. Интересно и то, что ледяной шелкопряд является ее любовником. Итак, когда Хуэйхао достиг 20 уровня, ледяной шелкопряд посоветовал ему отправиться на крайний север, чтобы найти кольцо для своего второго духа и таким образом пробудить этот дух. На крайнем севере обитает огромное количество 100-тысячелетних духовных зверей. Настолько много, что их количество превышает таковое в Великом Звездном лесу. Есть также 3 императора возрастом более 100 тысяч лет. Ледяная императрица является одним из них. Она едва не умерла вскоре после достижения уровня 300 тысяч лет. В настоящее время она не слишком далеко от рубежа в 400 тысяч лет. Но она повредила свою энергию происхождения, что сделало невозможным достижение ранга 400 тысяч лет. Единственный способ, которым она могла вырваться из оков, это поглотить огромную чистую энергию ледяного шелкопряда. Прибыв к месту назначения, ледяной шелкопряд взял полный контроль над телом Хуэйхао. Он заговорил с ледяной императрицей Скорпионом и попытался выманить ее. Он заманил ее в свою ловушку и в конечном итоге схватил с помощью своей прочнейшей сброшенной кожи и забрал с собой. Ледяной шелкопряд любил ее, хотя она и была с другого племени, которое было врагом для ледяных шелкопрядов. Она же не разделяла чувства ледяного червя. Хуэйхао быстро побежал обратно, поскольку приближалось племя ледяной императрицы. Но если ледяной шелкопряд любит императрицу Скорпиона, неужели он убьет ее и сделает кольцом Хуэйхао? На самом деле нет. По плану ледяного шелкопряда императрица Скорпионов должна слиться с Хуэйхао и стать вторым боевым духом, но она должна сделать это по собственной воле. Выдержать такое огромное давление будет для Хуэйхао очень сложно. В отличие от ледяного шелкопряда, она настоящий духовный зверь 400 тысяч лет. Хуэйхао определенно не сможет самостоятельно поглотить такое ужасное количество энергии, поэтому придется запечатать ее энергию, но и это может быть очень опасно. Ледяной шелкопряд хотел уговорить императрицу согласиться последовать его плану, а именно создать бога. Он сказал: «Я жил так долго, но потерял большую часть своей силы, естественно, я не хотел умирать. Я чувствую, что твой предел наступит через 100 лет. Разве мы можем быть согласны просто превратиться в кучу пыли? Я нашел лучший способ преодолеть это». Слова ледяного шелкопряда вызвали интерес у императрицы Скорпионов ледяного нефрита. Она спросила, каким образом. На что ледяной шелкопряд ответил: «Создав бога». Люди имеют намного больший потенциал, чем духовные звери. Всего за несколько десятилетий они могут сравниться в силе со зверем, живущим 1000 лет. 10 тысяч лет назад бог внезапно родился. В то время ледяной шелкопряд ощутил появление как минимум 5 богов. Более того, 2 великих короля леса пали. Они оба были могущественными существами. Однако они пали не потому, что были убиты своими врагами, а потому, что их использовали для создания самого могущественного человека, существовавшего 10 тысяч лет назад. Человека, который позже стал самым могущественным богом. Ледяной шелкопряд продолжил: «Ледяная императрица, мы оба знаем правду. Только боги имеют неограниченную продолжительность жизни». Сначала она была взволнована, но выслушав его, в конце концов ей понравилась идея вместе создать бога. Ледяной шелкопряд также заверил ее, что когда она станет духовным кольцом, она станет разумным кольцом сознанием, как он сам. По сути, у ледяной императрицы было 2 варианта: ждать медленной, скучной и бессмысленной смерти или жить бесконечно как часть бога. Она все обдумала, не имея другого выбора, который был бы лучше этого, и поняла, какая это была возможность. Неужели она согласится добровольно стать кольцом Хуэйхао? Напишите в комментариях, как вы думаете. Это значит, что у Хуэйхао появится духовное кольцо в 400 тысяч лет. Просто немыслимо. И это всего лишь на 20 ранге. Если вам интересно узнать продолжение, сделаю также видео об этом. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.